хватит. Привет! Интернет сейчас переполнен видео, созданными в CSD2.5. Сегодня мы оценим 6 категорий: движение камеры, музыкальные клипы, трансформации, пользовательский контент, чистое кино и невозможные миры. Категория первая – движение камеры. Итак, первое – это полноценная кинематографическая сцена. Существо сражается со змеем. Давайте посмотрим, что получилось. А вот и версия 2.5. Ощущается как режиссерская постановка, кости, разлетающийся песок, бой, и у сражения чувствуется настоящий вес. Существо бежит, прыгает и тяжело приземляется. И когда оно бьет змея по голове, посмотрите на чешую. Удар оставляет след. И мой любимый кадр здесь – это даже не экшен. Это макросъемка глаза рептилии с переводом фокуса. И следите за существом при смене кадров. Шрамы, рваная одежда – все на месте. С любого ракурса, при любом освещении – это тот же самый монстр. Теперь 2.0. Это тот же самый Промпете. Технически все элементы на месте, но посмотрите на монтаж. Быстро, хаотично, новый ракурс каждую секунду. И я скажу почему. Он скрывает недостатки. Быстрая нарезка – это то, что модель делает, когда не может правильно анимировать движение. Стоит отметить, что CSD2.5 генерирует до 30 секунд видео, в отличие от CSD2.0, у которой всего 15. Поэтому все, что вы увидите в CSD2.5, будет длиться 30 секунд. А теперь посмотрим следующее видео. У нас здесь резкий панорамный подъем, затем наезд на лицо, переход в нижний ракурс и круговое движение вокруг нее. Все в одном непрерывном ручном кадре. Это отличная операторская работа, и я очень ценю эффект вертиго. Как справиться 2.0? Ограничение в 15 секунд не позволило уместить все движения камеры, а с эффектом вертиго у 2.0 всегда были проблемы. Так что этот балл уходит версии 2.5. Категория вторая – музыкальные клипы. Это самая сложная категория. Одни и те же лица, наряды, локации – все должно идеально сочетаться при монтаже. Итак, сначала хип-хоп видео. Промпете был таким: полноценный рэп-клип 2000-х, платиновый рэпер, очки-маска, объектив, рыбий глаз, прямо в лицо, везде знаки доллара и смена локаций каждые несколько секунд. Что ж, версия 2.5 поняла задачу на уровне работы с объективом. Посмотрите, когда он подается вперед к камере, его рука искажается раньше, чем лицо. Это настоящее поведение рыбьего глаза. Модель искривляет мир через стекло. А теперь посчитайте декорации. Яркие фоны со знаками доллара, затем сцена с сеткой из огней, потом белый купол. Все выглядит как профессиональный продакшн. Он не перестает выступать ни на секунду. Движения в ритме, руки расслаблены, а губы попадают в такт. Даже материалы выглядят правдоподобно. Посмотрите на блики, скользящие по хромированным очкам и рубашке. А теперь 2.0. Посмотрите на рыбий глаз. Края кадра изогнуты, а все остальное нет. Это больше похоже на фильтр, чем на объектив. Давайте проверим следующий пример. Липсинг просто фантастический. Смотрите на крик, челюсть, напряжение в горле и мимику лица. Крик – это то, на чем обычно сыпятся нейросети, ведь задействовано все лицо. Здесь все работает. Теперь монтаж, и каждая склейка в такт. Эта модель наконец-то понимает, что такое монтаж музыкального клипа. Теперь перейдем к 2.0.
Когда камера приближается, видно, что липсинг не совпадает, а музыка звучит так, будто она играет где-то далеко в стороне. Быстрый итог по этой категории 2.5 дает синхронизацию и стабильность группы. Остался один клип, и он самый сложный. О, да, хореография действительно синхронна, две танцовщицы, одинаковые движения, одинаковый тайминг. Движения ощущаются весомыми, помещения тоже заслуживают упоминания. Лучи прожекторов в воздухе и отражение обеих девушек в глянцевом полу. Раньше отражения были верным способом вычислить нейросеть, теперь они – показатель качества. Давайте посмотрим на тот же промпт в версии 2. Ну, девушки танцуют, но посмотрите на руки. Конечности проходят сквозь друг друга на быстрых движениях, а поза постоянно сбрасывается в странное положение между сменами сцен. Заметьте, как он монтирует резкие скачки в тот момент, когда движение становится сложным. Тот же трюк он проделал в пустыне. Когда модель не справляется с движением, она делает склейку в надежде, что вы не заметите. Категория 3. Трансформации. 3. Женщина в очках идет по парковке. Появляется демон. Она трансформируется, побеждает монстра и превращается обратно. О, да, 2.5. Трансформация – это своего рода начало. Ее глаза темнеют, дополнительные руки раскрываются, а светящееся ядро в груди связывает весь дизайн воедино. И самое приятное, на протяжении всего этого анатомия сохраняется. И финал, ее взрыв разбивает лавового демона на сотни светящихся углей, и эти угли не просто исчезают. Они оседают на пол гаража, превращаясь в обломки. Но больше всего мне нравится момент после боя. Она снова человек, поправляет очки и просто уходит через горящие обломки, будто это ее не касается. Теперь 2.0. Это просто больно смотреть. Трансформация скомкана, а щупальца выглядят мягкими и мутными. Хуже всего-то, что лавовый демон не столько умирает, сколько просто удаляется. В одном кадре он есть, в следующем исчез. Ладно, одна трансформация позади. Want me to be the hero from your favorite game? Or a cop? You've been very suspicious. Furry? I can be a robot? Would that make this easier? Хорошо, теперь 2.0. Хочешь, чтобы я стала героем твоей любимой игры? Или полицейским? Но трансформации выглядят как жесткая склейка. Она телепортируется между формами. Никто ни к кому не прикасается. Фон мерцает. Так что в плане трансформации 2.5 делает все, что было в запросе, да еще и добавляет кота-киборга. Для создателей VFX эта категория все меняет. Раньше кадры с трансформацией приходилось обрезать и дорабатывать на посте. Теперь это всего лишь одно предложение в промпте. Хорошо. Следующая категория. Категория 4 UGC. Ладно, теперь переворачиваем телефон вертикально, потому что это реклама. Походный блогер на горном хребте делает обзор на свои очки. Стандартный UGC бриф – именно то, за что бренды платят авторам. Посмотрим сначала 2.5. Никакого сползания, никакого давления, ничего. Подождите. Ладно, вы должны это увидеть. Типа того. Давай же. И смотрите, суперлегкие, облегают, так что защищают от ветра и по бокам тоже. Лучшая покупка этого года. Ладно, возвращаемся на тропу. Так, вот что меня зацепило. Она понимает, что камера — это телефон, это физический объект с корпусом. Она кладет его на камень, и кадр ведет себя в точности, как телефон на камне, с дрожанием рук до этого и мертвой статикой после. Панорама долины движется как кисть руки, а не как операторский кран. Хорошо, теперь 2.0. 2000 метров вверх. Хожу в походы почти каждые выходные. Это моя терапия. Они не сдвинулись ни разу. Подождите, вы должны это видеть. Да ну же. Суперлегкие, облегающие, блокируют ветер. Лучшая покупка года. Назад на тропу. На самом деле неплохо. Этого и следовало ожидать, потому что вы видели, что уже является родной стихией для 2.0. Но это 15 секунд, так что весь раздел с продуктом пропал, а швы видны в мелочах.
Лицо немного сковано, губы чуть не попадают в звук, пальцы искривляются вокруг ремешков. А если она кладет телефон, геометрия кадра нарушается. Каждая мелочь незначительна, но вместе они и отличают обычную рекламу от и-рекламы. Одна эта категория оправдывает переход. Полноценный 30-секундный рекламный ролик от завязки и преимуществ до финала за одну генерацию. Хорошо. Теперь давайте посмотрим следующую категорию. Пятая категория – чистое кино. Итак, у нас осколки стекла, затем машина, съемочная группа, город, и ничего не сломалось. Фокусное расстояние и перспектива меняются, и все это выглядит вполне естественно. Но давайте остановимся вот здесь, на режиссерском пульте. Мониторы показывают пульт, на который мы только что смотрели, воспроизводя изображение внутри самого кадра. То есть модель одновременно удерживает две копии одной сцены и синхронизирует их. Есть что-то очень забавное в том, что и имитирует кино и процесс его создания в одном кадре. А этот взрыв в конце – просто новый уровень. Теперь давайте посмотрим на версию 2.0. Опять же, 15 секунд означают, что при отъезде камеры все приходится ускорять. Глубина сжимается, съемочная группа проносится мимо, а детали теряются по мере удаления. Взрыв в конце, если честно, довольно печален. Anas is weakening. Yernat has lost the north, and he knows it. Now, if we march on the capital now, the cities will open their gates to us themselves. And if we're wrong, Yernat will burn our homes with us inside them. Enough! The kingdom of Anas will be ours before the first snow. Посмотрите в глаза молодого человека. Он вот-вот заплачет. Отличная синхронизация губ и игра, напряжение челюсти и короткие вдохи между репликами. А еще работа оператора. Монтаж, обратные планы, все плотнее и плотнее. Комната как будто сужается вокруг спора. Мерцание свечи совпадает, источник света сохраняет ритм при смене планов. Ни одна другая модель на рынке не работает так хорошо с освещением, как в этом видео. Этот вариант делает ту же сцену медленнее и площе, и прямо в момент, когда лидер встает и кричит «довольно», она заканчивается, то есть 15 секунд истекли как раз на пике драматизма. Все, что было до этого, еще сносно, хотя губы расслаблены, лица застыли в одном выражении на всю фразу, но нет финала, а освещение делает видео пластиковым и небрежным. Если вы хотели создавать короткометражки, а я знаю, что у вас таких много, эта категория весь ваш конвейер, и вы могли бы делать 30 секунд за один раз. Безумие. Ладно, последняя категория. Последняя и самые жестокие промпты мы приберегли напоследок. Город с нарушенной гравитацией в золотой час. Школьница должна передать послание старушке, пока весь город рушится. Посмотрим, как справится 2.5. Ее лицо, рыжие волосы, сумка – все выдержало повороты камеры, которые сломали бы большинство 3D-конвейеров, и мир вокруг нее живет. Объемный золотой свет, разлетающиеся голуби, настоящие шестеренки, вращающиеся в часовой башне. Посмотрим, как справится 2.0. Разница слишком очевидна. Почти все, что могло сломаться, сломалось. Теперь о подвохе, который я обещал. Все, что вы только что видели из 2.5, было в разрешении 720p. Между тем, 2.0 рендерит в 4К. Но после всего, что вы увидели в 2.5, потеря в разрешении того стоит. Ну, что вы думаете? Пишите свои мысли в комментариях. И еще раз, Sidus 2.5 скоро появится на Kixel. Как всегда, если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь и увидимся в следующем выпуске.